Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. На портале Vimeo вы найдете лекции о спектаклях, которые в ближайшее время можно посмотреть в Москве. «Сказка о царе Салтане», «Похождение Повесы», «Дидона и Эней». 6 февраля жду всех в музее Цветаевой на лекции об опере «Садко» Римского-Корсакова к премьере в Большом театре. 29 января в музее Цветаевой в Москве и 12 февраля в культурном центре Елены Образцовой в Петербурге я расскажу о Зальцбургском фестивале и представлю свой новый сборник. Записаться и купить билеты можно по ссылкам под этим видео. 30 января в кинотеатре «Победа» я представлю «Турандот» Пучини в мадридской постановке Боба Уилсона, а 22 февраля там же будет «Волшебная флейта» Зальцбургского фестиваля. Приходите и учтите, что после просмотра обязательно будут обсуждения спектаклей. Продолжается конкурс на лучший комментарий. В январе в качестве приза билет на концерт Роланда Виллазона 14 февраля в зале «Зарядье». Вчера я выпустил ролик, посвященный, в общем-то, экспансии семейства Нетребко на мировой оперный рынок. А сегодня лента принесла неожиданное известие. Азербайджанский тенор по политическим соображениям отказался от выступления с армянской певицей сопрано Рузаной Монташьян на концерте в честь Дрезденского оперного бала. Об этом сообщил очень уважаемый сайт «Оперный форум», который делают французские меломаны и критики. И этот сайт давно имеет прочную репутацию, так что вряд ли есть смысл даже думать, что информация фейковая. Рузану Монташьян я слышал в нескольких спектаклях на Западе. Лучше всего была ее работа в опере «Так поступают все женщины» Моцарта в спектакле Кирилла Серебренникова в Цюрихе. Не знаю, какие политические соображения могли быть у старика Нетребко, но недавно на концерте «Хворостовские друзья детям» он со своей старушкой не выступал под аккомпанемент Константина Арбеляна. Все их номера дирижировал Павел Клиничев. И кто-то мне в комментах написал, это потому, что Арбелян армянин. Но я, если честно, не мог в это поверить. Так не бывает в сегодняшнем мире. Мне неприятен этот певец, но это относится к тому, как он поет и играет, а не к внешним его данным или к политическим его убеждениям. И сегодня я абсолютно испытал шок. Не могу даже себе представить, как это может быть такое. Вообще, после таких историй начинаешь смотреть на многие вещи иначе. Конечно, для начала хочется понять причины такого поведения. Я выдвинул теорию, что, наверное, поскольку это бал с безумно дорогими билетами, столиками с едой и напитками и тому подобными атрибутами, то, наверное, многие азербайджанские поклонники Эйвазова вложились. И чтобы им потрафить, тенор решил выкинуть из программы сопрано армянку. Но мои подписчики тут же прислали мне другую информацию. Оказывается, организатор этого бала вовсе не Земпер Опер, потому что, как многие писали, невозможно сегодня представить, чтобы немецкий театр мог вот так поступить и позволить артисту такие радикальные высказывания. Оказывается, вся эта история придумана одним большим Остапом Бедером, Хансом Йоахимом Фраем, которого я знаю еще ничего не значащим сотрудником Дрезденского театра, но после удачно организованной акции вручения Путину знака почетного гражданина города Дрездена, этот человек вдруг стал главным немецким другом всех российских театров. По звонку из администрации президента этот абсолютно бездарный режиссер уже наставил дурацких спектаклей во многих театрах от Улан-Удэ до Москвы, а сейчас он рулит культурой в Сочи. Я об этом много раз рассказывал, в том числе в рецензиях на его спектакли. В свое время он пришел ко мне в Большой театр с планом вокального конкурса, и мы его просто выставили за порог. А теперь он уже десятки раз провел свой конкурс, даже стал настолько известен, что еще и возглавил Брукнер-хаус в Линце, куда он возит нужных русских артистов, там, включая ту же Динару Алиеву. Понятно, что семейство Нетребко нужно ему позарез, и он готов выполнить любые капризы тенора-премьера. Это же прямой путь к сердцу его жены, а она нужна всем для раскрутки, денег, спонсоров. Не далее, как вчера я говорил про это. Но я хочу сказать и в целом, что ситуация в последнее время с национализмом и расизмом на оперной сцене складывается нехорошая. И я не удивлюсь, если в нашей стране Юсиф Эйвазов получит много слов поддержки, просто потому, что в глазах его фанатов он безгрешен, ведь муж Анны Нетребко не может быть плохим человеком по определению. В Америке давно преодолели такие истории там, с чернокожими певцами. Казалось, канули в лету те времена, когда людей по этой причине не пускали петь в оперных театрах. Сегодня мы видим, что это возвращается, причем у нас. Стоит запустить в ФБ афишу с чернокожей Анной Карениной, и можно такого начитаться. Ну ладно, публика, она живет в плену своих представлений о том, что артисты, музыканты, певцы и все художники, значит, лучше, чище, прекраснее.
Но зачем артистам сегодня разжигать эту рознь? Возьмите ту же Аниту Рачвелишвили. Все уже давно поняли, как сильно она не любит Путина и Россию. Спасибо ей за высказанную позицию. Но зачем об этом говорить бесконечно? Не хочешь выступать в России? Не выступай. Зачем об этом все время долдонить? Или вот на Лену Белкину после моего интервью часто нападают. Почему она не сказала, что она украинка по паспорту? Да я ее и не спрашивал. Я знаю из биографии, что это так. Но это не повод говорить об этом в каждом интервью. Есть много других интересных тем. И не говорить об этом, это не значит не любить свою родину. Кстати, если вспомнить, что Валерий Гергиев, Туган Сохиев и многие другие музыканты из России по национальности не русские, на Западе все равно проходят как русские музыканты, носители русской культуры. О том же Гергиеве пишут часто настоящий русский темперамент. Ну что, начать развенчивать это? Говорить в каждом интервью: я никакой не русский, я осетин? Оперный мир как никогда стал интернационален, и это очень хорошо. Только у нас еще пишут дурацкие приписки на афишах с обозначением стран, как будто это делает музыку или концерты ценнее. Знаете, когда начала проигрывать борьбу Большому театру Анастасия Волочкова? В тот момент, когда намекнула, что русским балетом и Большим театром руководит татарин. Ее рейтинги довольно быстро пошли вниз. Страна-то у нас многонациональная, но мир еще более многонационален. И в нем царят другие тренды. Вспомним хотя бы знаменитый оркестр Баренбойма, в котором играют напополам молодые музыканты из Израиля и Палестины. А старик Нетребко заигрался. Все же никто не учится на чужих ошибках. Звездная болезнь все равно бьет больнее всего по лбу вот таких мнимых звезд. Это мелочь, как ему кажется, но из подобных мелочей складываются или не складываются репутации. Да и браки, которые сегодня кажутся крепкими и нерушимыми, завтра могут быстро закончиться. И тогда репутация артистическая и человеческая понадобится еще больше, если от нее к тому моменту останется что-то кроме приставки «экс». Кстати, завтра я иду на концерт Асмы Григорян, наполовину армянки, наполовину литовки, с армянским тенором и литовским дирижером, а потом на бал-маскарад в Большом театре, где поют осетинка Вероника Джиоева, армянка Анна Аглатова, татарин Марат Гали и другие артисты. И рассказывать о них я буду не потому, что они представители своих национальностей. Поэтому не забудьте нажать на колокольчик справа от кнопки «Подписаться» под этим видео, и вы не пропустите новых выпусков нашего канала. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале «Сумерки богов».